Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по пошиву вот таких очень удобных и практичных чехлов. Их можно использовать для абсолютно любых предметов, все зависит от размера. Также в этом видео я покажу две разные технологии пошива, казалось бы, одного и того же изделия. Долго тянуть не буду, приступаем. Сейчас на своих экранах вы видите исходник или то, можно сказать, чем я вдохновилась. И если вы хоть раз видели мои видео, видели мои работы, мастер-классы, то вы понимаете, что шила это не я. И, пользоваться таким я, естественно, не буду. Получила его в подарок, когда заказывала из китайского сайта крючки. И вот с одной стороны можно было его просто выбросить и сшить что-то, да, но я решила его перешить. Почему перешить, а не просто обработать срезы? Потому что обратная сторона, то есть изнаночная сторона, она не очень приятная на ощупь, она войлочная. И если действительно хранить в этом чехле те крючки, то они будут цепляться. В общем, это непрактично, поэтому я для себя приняла решение, я его перешью, а параллельно сделаю еще несколько, но совершенно с другой технологией пошива. Еще почему я решила все-таки его перешивать и оставить его, так как, несмотря на похабный пошив, но материалы использованы очень качественные, хорошая ткань, очень хорошо держит форму. Ну, примитивная обычная рулонная молния, при этом стоит бегунок бронзового цвета, также кружево подобрано в цвет молнии, и само кружево, оно натуральное. Я не знаю, по какой причине ам, хорошие материалы используются в таком похабном пошиве. Ну да ладно, мы ее сейчас с вами вместе перешьем, и будет она еще служить нам очень много лет. Итак, я полностью ее распорола, иду к утюгу, убираю полностью все ниточки, чтобы было чистенько, аккуратненько и, главное, ровненько. Также поступаю и с молнией, также убираю все ниточки, и обязательно, кстати, при пошиве не было обработана молния, то есть края молнии, да, а это делать обязательно, так как лента молнии будет осыпаться, и это, конечно же, изделию не придаст долговечности. Поэтому обязательно края обрабатываем. Я также выравниваю край молнии. И для вашего удобства я дам все размеры, то есть построим выкройку на обычном листочке А4. Для удобства я провожу ровную линию и на ней нахожу и делаю отметки 24,5 сантиметра. Вверх отмеряю 15 сантиметров. Если вы будете рисовать на листочке в клеточку, то вам будет даже удобнее. Провожу ровную линию. Далее вот тут соединяю, смотрите, вот где я делала отметку 24,5, просто введу вверх с одной и со второй стороны. Слежу за тем, чтобы угол был четко 90 градусов. Тут у меня 15 сантиметров. Теперь нужно сделать вот эти выточки. Для этого от края, я буду на этой стороне, чтобы подписывать, от края отступаем 3 сантиметра. Далее 2 вверх. Тут все очень просто. Вот 2 сантиметра. Теперь тут также 2 сантиметра. В глубину 2. Ну и тут вот такой квадратик. По центру я отступаю 5 сантиметров. Далее снова делаю такой же квадратик. 2 на 2 сантиметра. Подписываю. И проверяем. У нас должно остаться до конца также 3 сантиметра. Выкройка готова, и размеры можно менять. Далее, когда я буду шить маленький, я вам все размеры скажу. Теперь по материалам. Абсолютно разные можно тут использовать. Все, что вы найдете, какие-то обрезки, остатки. Особенно если у вас есть остатки, например,
портьерной ткани, либо же ткани для скатерти будут выглядеть очень классно. Ну вот я показываю, что выбрала я. Вот эту ткань, которую я сейчас вот разверну, покажу, она очень-очень тоненькая. Я ее буду использовать в качестве подкладки для розовой косметички, видите? Ну, вот такой тоже мелкий принт, хотя она подходит и туда. Ну, в общем, я решила, что с принтом у меня будет на розовой косметичке. Также здесь я оставляю это кружево только с одной стороны. Оно такого цвета, что я не подобрала у себя никакого похожего. Ну, а на второй вариант есть у меня вот такое, оно тоже натуральное. Так как у меня его достаточно, то я его буду использовать с двух сторон молнии. Также готовила вот такие ленты. В итоге вот эту конкретно я не применила, нашла другой вариант. А вот эту белую, ну сюда она не подходит, а сюда отлично. Это такая петелька для удобства, чтобы легче было открывать молнию. Ну, не легче, просто удобнее. Ну и, конечно же, две молнии. Молнии, кстати, тоненькие, это номер 3. И также для удобства я буду называть розовую косметичку розовой, а вторую буду называть белой. Я понимаю, что она не белая, но так будет мне удобнее и вам понятнее. Сейчас мы будем делать заготовку стеганую для белой косметички. И для этого нужно выкроить чуть больше размером, потому что стежка даст усадку, то есть лоскут должен быть больше. Также нам понадобится либо утеплитель, либо поролон. Я использую поролон 0,5 толщиной. Я покупаю в строительных магазинах, либо в магазине «Все для мягкой мебели». И также вниз лицом к столу я положила подкладочную ткань. Она у меня такая тоненькая, беленькая, самая обычная. Сейчас я возле утюга, и будет такой небольшой пример, и потому что очень многие сомневаются. Вот я сейчас специально сделала так, чтобы подкладка помялась. Накладываю на нее поролон, напоминаю, 0,5 сантиметра, на котором я буду делать стежку. И беру утюг и вместе с паром, вот так я парю. Я специально сделала ее мятую, чтобы вы понимали, что, ну, потому что на видео это не передать. Я парю, вот смотрите, оставляю утюг с поролоном, ничего не происходит. Ну, у меня это не утюг, у меня это парогенератор, поэтому если у вас обычный утюг, просто делайте минимальную температуру и все. С ним ничего не происходит. Смотрите, подкладка ровненько, отутюженная, все прекрасно. Поролон я утюжу так, как он может давать усадку. Также, если вы используете не поролон, а утеплитель, а тем более синтепон, его перед стежкой обязательно нужно проутюжить. Итак, подкладка у меня лежит лицом вниз, далее поролон и основная ткань. Теперь идем к машинке. У меня стоит универсальная лапка, также ограничитель, который поможет мне делать ровные строчки. Также я выбрала декоративную строчку. Вот так она выглядит у меня. Я понимаю, что она есть не на всех швейных машинках, но поверьте, в такой стежке на поролоне у вас даже обычный зигзаг получится очень красиво. А если у вас только прямострочная машинка, нет никаких декоративных строчек, то у меня есть целый плейлист «Стежка прямыми линиями». Заходите туда. Я, кстати, ссылку на него оставлю в описании. Кто не видел, кто не знает, переходите, смотрите, вдохновляйтесь, делайте абсолютно любую стежку. Главное, что такое стежка? Это прошивание двух и более слоев. В нашем случае сейчас я стягаю 3 слоя. И за счет того, что у меня на изнанке стоит просто однотонная ткань, то рисунок, то есть мою строчку на изнанке будет хорошо видно. Когда я шила маленькие чехольчики, я ставила цветную ткань. Там, конечно, не так видно и в принципе практически не видно, но, конечно же, если присмотреться, то все видно. Кстати, стежку делаю обычной швейной ниткой белого цвета. После того, как стежку я закончу, я перевожу выкройку на простеганное полотно и обязательно, вот видите, линия, это я обвела выкройку. И обязательно по намеченной линии нужно сделать мелкую ровную строчку. Это нужно для того, чтобы во время кроя ваша стежка не распустилась.
край не рассатался. Поэтому обводим выкройку и делаем мелкую строчку. Длина стежка не больше 2 миллиметров. Теперь беру ножницы и, отступив от строчки буквально 1-2 миллиметра, вырезаю. Теперь будем пришивать молнию. Для этого на белой косметичке беру просто молнию, накладываю вот так лицом к лицу и прошиваю. Для розовой косметички накладываю лицом к лицу, далее беру подкладку лицом вниз, то есть подкладка и основная ткань также находятся лицом к лицу. Делаю строчку. Готово. Вот так отгибаю, обязательно отутюживаю. Тем самым фиксирую припуск вниз и нужно сделать отстрочку. Также сразу же вместе с отстрочкой я пришью вот это кружево. На белой косметичке вот так пришита молния. Здесь нужно срезать припуск. Смотрите, вот так. Очень аккуратно отгибайте молнию. И на весу мне делать это неудобно. Я рекомендую делать, ну, то есть срезать с опорой. И очень аккуратно отодвигаю молнию и вот так срезаю. Вот, смотрите, вот так это делать намного удобнее. Пальчиками придерживаю молнию, чтобы не прорезать. И полностью срезаю. Затем, когда я срежу, я уже вот так точно так же отогну. Также подготовила кружево и прошью, зафиксировав припуски молнии. Смотрите, еще момент. Вы должны ориентироваться. Вот смотрите, вот видно же вам, где молния, где кружево, да? И вот я буду шить четко вот тут по краю. Вот тут. И таким образом закрою припуск, и будет это выглядеть вот так. Смотрите, красиво и аккуратно. Тут это выглядит вот так. Складываю вот так лицом к лицу, совмещаю и прошиваю. Здесь ничего сложного. В этом варианте я совмещаю вот так. Ну, в принципе, точно так же лицом к лицу, то есть молнии и основной ткани. Вот так. А подкладку, лицо подкладки с изнанкой молнии. Вот таким бутербродом. И также прошиваю. Если у вас мало опыта, перед тем как шить, обязательно скалывайте. Если неудобно скалывать, сметывайте. Не бойтесь учиться, потому что если вы не скололи, не сметали, опыта у вас нет, у вас что-то не будет получаться, вы будете расстраиваться. Зачем? Просто потратьте 2 минуты на то, чтобы сметать, и у вас точно будет все ровно, аккуратно и красиво. Сейчас я сняла бегунок, хотя его можно было еще изначально снять, но я уже не стала, чтобы вам было более понятно. И вот так должно получиться. Обязательно идем к утюгу, отутюживаем. И сейчас нужно будет опять же сделать отстрочку. На розовой косметичке у меня уже не будет кружева, там будет просто прямая строчка. На белой все точно так же. Я заутюживаю вот так. Кстати, припуск обязательно срежем. Заутюжим, прикладываю кружево и точно так же, как первую сторону, пришиваю. Готово. Вот так выглядит изнаночная сторона одной. И второй, то ли это косметичка, то ли это, я не знаю, чехольчик. Я больше склоняюсь, что это чехол. Почему? Ну, потому что ну, это формат не очень косметики, поэтому так. Все, пришел черед пришить вот эту ленточку для того, чтобы удобно открывать молнию. Я прикладываю на глаз. На самом деле тут опять же кому как удобно. Кто-то любит совсем маленькую эту петельку, кто-то побольше. Я люблю вот прям побольше. На глаз вот так прикладываю. Ну и покажу вам, сколько у меня тут в итоге. 8 сантиметров. Складываю пополам. Ну, отрезаю. И, кстати, обязательно, если вы используете ленты, также обязательно обрабатывайте край. Потому что пришьете, край начнет рассатываться и, ну, будет некачественно. Поэтому обязательно обрабатываем.
и затем пришиваем. Сейчас покажу, как пришить. И, кстати, вот почему я, в принципе, не против перешивать за китайцами, потому что они настолько крупным стежком пришивают. Вот после меня перешить или что-то после меня распороть, это прям проблема. Я вот бы после себя не перешивала бы. И вот, кстати, это то решение, которое я придумала, потому что идеально оно мне подошло по цвету. Это, конечно же, не лента, такой нетрадиционный способ сделать петельку, но мне очень понравилось, и я прям, ну, очень довольна. Сейчас пришью и покажу, какие есть нюансы, как я пришивала. Вдруг вы тоже захотите использовать такие шнуры. Но прежде чем пришивать, сначала нужно выровнять. Вот тут просто срезать все лишнее и обязательно зажигалочкой обработать. И вот смотрите, как я пришила. То есть шнур не заходит на молнию. Он пришит в эти бороздочки, там где лента молнии. И так он будет и держаться хорошо, и не будет лишней толщины. Ну а на белой косметичке я просто пришила вот так по центру. Сейчас вывернула, складываю вот так лицом к лицу. У меня здесь все совпало, но сейчас покажу, если не совпадает. И нужно прошить. Вот, смотрите, я шила маленькую, обнаружила, что не совпадает. То есть вот эта сторона, где молния, шире, нежели та, которая внизу. Что я делаю? Нахожу центр, делаю отметку, совмещаю центр обязательно, потому что вы можете подвинуть в одну или во вторую сторону. Совмещаю с молнией, потому что молния у нас четко по центру. Беру, скалываю, чтобы не сместилась. И ручкой, ну, я ручкой, вы можете, ну, чем вы делаете разметку, отмечаю. И по ней я также сделаю обязательно строчку и вырежу. Тоже сейчас покажу. Почему может не совпадать? Потому что ширина молнии может отличаться также. Вы можете пришить по-разному, да, либо очень близко к краю, либо наоборот подальше по самой ленте молнии, поэтому может быть по-разному. И если не совпадает, чтобы вы не пугались, все это можно исправить. Главное следить за симметричностью. Вот смотрите, от центра, то есть нам нужно сделать те же, чтобы остались 5 сантиметров, те же 5, которые у нас вот здесь. Все, сейчас я иду к машинке, прошью и срежу. Также вам покажу. Напоминаю, что эта строчка важна, потому что у нас стежка, и она может распускаться. И, ну, у нас утеплитель, либо в моем случае поролон, он дает толщину, поэтому эта строчка, она важна. И с одной стороны, да, есть соблазн, да что там, уголочек сейчас срежу и все, но нет, мы же не шьем, как вот та первая косметичка, мы шьем качественно. Поэтому я лучше потрачу эти 30 секунд, но у меня будет все качественно. После того, как прошили, нужно закрыть этот срез. Я буду делать самую обычную окантовку. Можно окантовать косой бейкой. Я же той же тканью, из которой у меня подкладка, буду делать обтачку. Для этого, смотрите, по размеру она должна быть шириной не меньше вот этого шва. И по длине я беру всегда 5 сантиметров, иногда срезаю, иногда нет. Все зависит от ткани. Иногда 5 сантиметров, вот показываю, да, этого вполне отлично и достаточно. Иногда 5 сантиметров многовато. Но когда многовато, мы всегда можем срезать там 1 или пол сантиметра, и все будет прекрасно, нежели нам не хватит. Итак, там, где молния, лицом к лицу, вот так прикладываю и прошиваю. Смотрите, я прошила, но когда отгибаю, я вижу вот эту строчку предыдущую. Вот она. Я не хочу, чтобы ее было видно, поэтому просто отступив 1-2 миллиметра, делаю еще одну строчку. И вот, смотрите, уже все прекрасно. Вот, смотрите, идеально. Теперь на изнаночную сторону вот так загибаю. Смотрите, вот так пальчиками прям подальше. И делаю так, чтобы перекрыть строчку.
Здесь опять же можно сколоть, можно сметать. И вот тут делаю строчку. Прошила. Вот так это выглядит на белой косметичке. И вот так на розовой. Сейчас срезаю лишнее. И нам останется закрыть еще 4 уголочка и окантовать их. Так, складываем вот так. И припуск, вот этот, который окантованный, мы его опускаем вот так от молнии. То есть, чтобы он смотрел вниз. И когда будем сшивать, для удобства я пользуюсь прищепками портновскими. Сейчас я их сразу зафиксирую. Вот так, смотрите. Он прям укладывается. Вот при этих размерах, при такой выкройке, тут все очень легко. И также делаю на второй косметичке со всех 4 сторон. Готово. Нам остается буквально последнее швейное действие, а именно окантовать вот эти срезы. Замеряю, у меня размер 3 сантиметра, на всякий случай перепроверяю, но тут также 3 сантиметра. Выкраиваю полоски ткани, но тут немножко по-другому, не так, как мы обрабатывали первые срезы. Здесь нужно заутюжить. Я выкроила квадраты 5 на 5 и заутюжила с каждой стороны по сантиметру. И именно заутюженными сторонами я и прикладываю вот так. То есть, когда мы окантуем, чтобы у нас бока были также закрыты. Для этого вот так еще раз лицом к лицу. Кстати, со стороны молнии обратите внимание. Вот так. И пришиваю. Тут, конечно же, все точно так же. Вот так пришито. Вот так выглядит. Теперь на изнаночную сторону вот так загибаю. Вижу, что мне много. Вот это то, о чем я говорила, да? Могу немножко укоротить. Вот так. И вот так. Все. Вижу, что хватает. Я перекрываю строчку. Также обрезаю все ниточки, все недочеты. Это уже, знаете, такая работа в чистовую. И тут точно так же. Вот так загибаю. И еще раз. А вот тут мне не нужно срезать лишнее, видите? Хотя ткань тоньше. Ну, в общем, прошиваю. И чехольчики мои полностью готовы. Посмотрите, какая красота, как все ровно, чисто, аккуратненько. Ну, разве это может сравниться с тем, что было в начале? Ну, конечно же, нет. Кстати, если бегунок у вас со стопором, обязательно его приоткрывайте. И если вы не знаете, как одеть бегунок в рулонную молнию, для того, чтобы он был по центру и с двух сторон была закрыта молния, то у меня есть отдельное подробное видео, ссылку на которую я обязательно оставлю в описании под этим видео. Ну что ж, я выворачиваю, смотрю, проверяю. И давайте вместе с вами подведем итоги. Что же у меня получилось? И какой способ или какая технология вам понравилась больше. Вот этот вариант просто с подкладкой, либо вот этот вариант, он также имеет, конечно же, подкладку, но и за счет стежки, ну, оно и шьется по-другому, и выглядит по-другому, хотя, казалось бы, одно и то же изделие. Мне, если честно, ближе второй вариант, то есть вариант со стежкой. Возможно, потому что в розовой косметичке мне недостаточно пухлости, хотя, смотрите, она тоже держит форму, все прекрасно. Но в белой косметичке есть такой рельеф, и он мне очень нравится. Ну, в общем, не знаю. Ну вот, мне обе нравятся. Я рада, что я их обе пошила, но все же я больше склоняюсь к пухляшу. Ну, а какой вариант понравился больше вам, пишите в комментариях, будет мне очень интересно. Кстати, вариант вот этих держателей в качестве шнура мне очень понравился. Ну,
Может быть, потому что он сюда идеально подходит именно к этой косметичке, да, этот шнур. М, ну, хотя, если бы, ну, в общем, мне понравился такой нестандартный подход, и однозначно я его буду применять и в других работах. Ну и, конечно же, обещала рассказать и показать про масиков. Вот так они выглядят. У них разница также есть, то есть одна чуть больше, та, что с киви, и вторая прям совсем масик. Смотрите, тут стежка вот так, здесь вот так. Опять же, это мои эксперименты, как больше нравится мне, смотрю, пробую. И внутри я ее делала так же, как белую косметичку, но внутри ставила такую же ткань, как и на лицевой стороне. Здесь другая ткань, потому что совсем из остаточков шила, но прям хотелось мне такую киви. Внутри вот такая подкладка. Итак, по размеру точно так же 15 сантиметров, 3 от края, 2, ну то есть бок по выкройке не меняется. Единственное, что меняется, это длина. Если там у нас было 24,5, то в киви у меня 13 сантиметров, а самая масенькая 12 сантиметров. Стежку делала все той же декоративной строчкой, но заготовка, естественно, меньше, но все равно с запасом. Стежка дает усадку, поэтому это важно. Вот смотрите, после стежки все у меня тут впритык. Хотя я брала запас где-то полтора, ну да, где-то 1,5 сантиметра, это точно. Ну и вот, что получилось. Ну и сейчас вы видите по наполнению, я немножко их положила, и я знаю уже, вижу, слышу, что же в эти маленькие ложить. Да блин, все что угодно. Вот, например, в киви я положила беспроводные наушники. В самую масенькую я положила целых 4 флешки. Конечно же, туда можно положить и помадку, и ключи, и все, что... Ну, то есть оно, на первый взгляд, такой масик, да, но за счет своей формы, за счет того, что она объемная, то они достаточно вместительные. Ну а вы можете скорректировать абсолютно любые размеры под свои потребности, возможности и желания. Ну и на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Я желаю вам шить так, чтобы ваши изделия никогда не боялись крупных планов. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.